Всем привет, друзья! И сегодня кулинарный такой небольшой блог. Болгарские перцы, фаршированные мясом. Друзья, не открою здесь никакого секрета в этом рецепте, потому что наверняка все это и очень многие умеют это делать, делают это часто, потому что это блюдо, можно его назвать теперь уже болгарским, по-болгарски называется немножко по-другому. Техники приготовления, опять же, они могут быть разными. Кто-то сначала запекает перцы, очищает от кожицы и наполняет их фаршем. Конечно, это вкуснее. Для меня это немножко больше мороки. Я просто расскажу, как я это делаю сам, спокойно, по старому рецепту. Итак, какое мы берем мясо? Мясо это говядина, жирная говядина. Сегодня не брал вместе со свининой. Далее. Лук и морковка для зажарки. Далее я взял 6 болгарских перцев. Болгарских, не болгарских. Это нам со Светочкой хватит на, наверное, по 2 перчика будет хорошо. Так, есть, перцы есть. Зажарка будет, фарш есть. Далее. Я отварил рис не до полуготовности. Где-то проварил его минут 6-7, промыл под водой и положил. Потому что если полностью отварить рис, потом он немножко будет доминировать в фарше вместе с мясом. Далее, друзья, крышечки эти, попочки от перцев я отрезал. Я их не выкидываю. Потом в кастрюле я буду смотреть, как это все доложить. Зелень, возможно, укроп. Возможно, петрушка. Укроп обязательно. Петрушка это уже потом. Когда я уже буду делать, уже наполню это все, я, естественно, покажу, что я люблю, какие у меня секреты в этом блюде лично мои. Возможно, будет интересно. Так, зажарку я сделал. На смеси оливкового и растительного масла я пожарил мелко нарезанный лук, морковочку и добавил укроп. Дальнейшие действия у нас следующие. Сейчас я соединяю, немножко остынет, я соединю зажарку с полувареным рисом, добавлю фарш, перемешаю и буду набивать перцы. Соль, перец, естественно. Специи я пока не знаю, может быть, какие-то положу по вкусу. Здесь каждый кладет для себя. Я очень люблю класть кинзу, кориандр перемолотый. Но это мои предпочтения, поэтому здесь, сами понимаете, каждый заправляет как ему удобно, как ему нравится. Итак, перцы я наполнил. Нету достаточно такой удобной кастрюльки, чтобы можно было их всех поставить ровненько так и накрыть крышечками. Поэтому буду делать так. Дно кастрюли я сделал такую подушечку из листов капусты. Сейчас, вы знаете, друзья, я очень люблю, когда в перцах очень много бульона. И поэтому, может, это правильно, может, это неправильно, но я сейчас подготовлю отдельно ковшичек с бульончиком таким. Ребят, варить специально не буду, сделаю его на кубике. На таком же говяжьем кубике. Люблю, когда много жидкости. Залью и поставлю на небольшой огонь. И пусть себе тушится. Хотя, может быть, некоторые я в принципе... Может быть, некоторые я так и прикрою. Вы знаете, честно говоря, как вариант. Как вариант, я прикрою крышечками. Интересно. Давайте сделаем так. Хуже не будет. Хуже не будет никак, потому что крышечки впитают тот же сок. И будет вкусно. Когда готовишь с любовью для своей дорогой супруги, всегда получается вкусно, ребята. Так, эту крышечку. Сюда крышечку. И последнюю крышечку. Вот как-то так. Готовим заливку. Из чего буду готовить заливку? Сейчас что-то придумаю с бульоном. Добавлю, может быть, немного сметаны.
Ребят, а может быть, вы знаете, попробую-ка я добавить в заливочку кисломляка. Что получится, не знаю. Но не хочется, сметана очень жирная. А давайте-ка попробуем. Хуже не будет. Хуже не будет. Можно немножко сделать такой баланс кисломляка. Оно кисленькое. А мы туда добавим еще томата. И добавим туда еще немножко каплю сахара. Сбалансируем вкус. Но бульон будет обалденный. Вот наполнен вкусом мяса, перцев и молочно-томатной смеси. Делаем бульончик. Бульон готов и залит. Вы знаете, друзья, что-то я так подумал, пока делал бульон, что не знаю, как сейчас сюда добавить кисломляка. Нет уверенности, что что-то будет правильно и хорошо. Буду смотреть в процессе. Сейчас поставлю на медленный огонь и пусть себе томится. На индукции поставлю 4-5 градусов. Минут на 40, на 50. Потом буду пробовать бульон. Ложечкой буду бульончик подливать на перцы. Прикрою крышечкой. Ну и уверен, что получится все вкусно. При том, что, честно сказать, готовлю без каких-либо пропорций. Просто как опыт подсказывает, что все будет прекрасно и хорошо. Естественно, делаю не первый раз. Никаких кетчупов. Что еще? Добавил лавровый лист. В бульончик добавил каплю сахара. Добавил томат-пасту. Добавил помидорки перетертые. Здесь-то фишка в том, что еще и бульончик должен быть вкусен. Ну, а потом, конечно, мы сверху, когда будем кушать, вот тогда сверху можно уже и сметанку, и хорошая кисломляка. И будет замечательно. Приятного нам аппетита. Друзья, а вот это вообще бомбическая закуска, просто бомбическая. Она состоит из двух компонентов. Просто помидоры я нарезал тонкими ломтиками и разложил на тарелке. Сверху, друзья, я натер овечью брынзу, овчьи сирены. Сирены или сирены, извините за ударение. Все просто очень просто и очень вкусно. Попробуйте. Вот вы знаете, вот вкус овечьей брынзы такой островатый, солено-островатый, такой резкий. И помидорчики, они дают вот такое сочетание, что просто, больше, ничего не надо просто. Ничего, ни огурцов, тут ничего не надо. Можно, конечно, капнуть сверху немножко оливковым маслом. Соли, естественно, нет, потому что брынза соленая. Перец черный можно, по вкусу. Все, больше ничего. Это никогда не останется у вас на столе, когда к вам придут в гости. Бомбическая закуска. Итак, все готово. Фаршированный перчик, говядина, рис, зелень, зажарочка, бульончик, друзья. Ну и, конечно, все-таки под конец я в бульончик кладу ложку кисломляка. Я все это размешаю. И мы будем со Светочкой медленно, аккуратно все это пробовать. Опять же, господа, рецепт не имеет места быть каким-то очень правильным, классическим. Здесь каждый делает так, с тем мясом, с той зажаркой, с теми специями, которые вам нравятся и нравятся вашей семье. Я лишь показываю, как это делаю я. Здесь нету ничего, просто... вот с кисломляка сам не знаю. Вот сейчас попробуем, и потом можно будет сказать. Может быть, сметана доминантна здесь будет. Может, кто-то вообще не любит сочетать мясное с молочными. Да, нам, грубо говоря, евреям нельзя кушать сметану вместе с мясом. Соединять мясное с молочными. Но мы кушаем. Приятного нам всем аппетита. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рад любым советам и рекомендациям.